Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Оксана, и наконец мои руки дошли до медведя. Для медведя нужно сейчас будет пришить руки, ноги. Все это я буду делать с помощью нитяного крепления. Нитки я для этого выбрала вот такие, хотя сейчас посмотрю, может у меня есть и оттенок конкретно для этого медведя. Так, и действительно я нашла под цвет пряжи Ернард джинс номер 07. Это был, если вдруг кому понравился, такой приятный коричневый цвет 71. Ну, его мы откладываем и будем сейчас пришивать все остальное. Так, я обычно нитку беру изнутри, она меньше закручивается, и возьму подлиннее нитку, потому что мне нужно будет пришивать. Таким креплением я раньше не пришивала, и с вами, можно сказать, буду учиться. Значит, мне нужно пришить ноги, чтобы эти ноги были примерно вот на таком расстоянии, чтобы мишка сидел, то есть примерно вот где-то здесь. Дальше руки. И, конечно, самое первое — это голова. Сначала я думала пришить голову, как показывают многие, то есть проходить через все туловище, туда и вот так вот сюда. Но потом я подумала, что здесь утянется нитка, и это место у меня оно ничем не прикрыто, и будет здесь некрасивый такой шов. И тогда я подумала, я не знаю, может быть кто-то и шьет уже так, что я прикреплю, продеваю здесь нитку, продеваю сюда и выходить каждый раз в одно и то же место. То есть вот отсюда сюда. Не знаю, как у меня это получится, но попробуем. Итак, мне надо, чтобы моя голова была чуть-чуть кпереди. У меня тут какое-то туловище все уже примятое. Вот так вот я выберу. То есть не вот так буду пришивать, а прямо, чтобы вот мои вот эти штучки совпадали ровненько. И итак, вот здесь мы делаем крепление вот в этом месте. Продеваем нашу петлю до конца, прохожу и провожу в нее. Сделаю так еще разок, чтобы закрепить нашу вот эту нитку. Еще разок для надежности. То есть 3 раза. И теперь мне нужно будет проходить вот через это отверстие небольшим стежком, как бы туда-сюда, как говорится. То есть здесь я закрепляю вот в этом месте. Вот таким вот образом. Сначала я сделаю вот так вот крепление, а потом наоборот крест-накрест, чтобы голова держалась понадежнее. У меня перекручивается нитка. Вот смотрите, значит, здесь я закрепила несколько раз, на 3 раза. Далее протянула вот так вот. И смотрите, я буду продевать
каждый раз вот через это место. И сюда также таким же образом, примерно раза на 3, а потом сделаю это крест-накрест с другой стороны. То есть нам нужно поймать вот этот ровно треугольник. Если мы так затянем, то голова будет, видите, как? Наискось. Вот, мне нужно поймать так, чтобы она стала ровно. Так. И будем повторять. Нам нужно попадать в одно и то же место. Здесь, конечно, сейчас не очень хорошо видно, но делайте это хотя бы приблизительно. Подтянем первый наш стежок. Дальше прохожу снова. Как бы у меня вот здесь вот есть точка такая, и я через нее прохожу. Я ее уже вижу и чувствую. Здесь у меня не подтянулась ниточка. Сейчас я ее подтягиваю. Вот так вот. И здесь мне нужно пройти. Вот у меня здесь, видите, видно, ниточки выходят. И примерно из этой же точки выхожу и я. Это у меня был второй раз. Теперь я делаю третий раз. Хорошо, затягиваю. Мишки я, наверное, свяжу нижнюю губу на это место. Так. Наша голова, смотрите, уже держится. Вращается. И мы сейчас шили вот таким образом. Теперь нужно будет сшить вот так. То есть на 3 раза я прикрепила. Теперь я из этого места выхожу назад примерно вот сюда. И буду делать то же самое. Выходить здесь, потом в одну и ту же точку и здесь. Получается, здесь, смотрите, я зацепляюсь. И вот у меня тут черная метка. Я из нее, поверх нее буду выходить. Ой, если честно, я это тут сама сейчас придумываю, потому что нужного мне метода я не нашла, как бы я хотела точно. В общем, придумываю сама. Мне нужно, чтобы голова, может быть, она и не так сильно бы вращалась, но я не хочу, чтобы она была пришита. Я хочу, чтобы она была прям вот такая вот подвижная. Так. Мы продели здесь, хорошо подтянули. Сейчас старайтесь ровненько проходить. И здесь в одной и той же точке выходить. Вот так вот. Эти нитки очень прочные и хорошо подтягиваем. Далее снова захватываем голову и снова выводим здесь, где у меня тут черная метка, под ней. Или вот у меня в нее прямо как-то попадает, но мне в нее попадать не надо. Выхожу и затягиваю.
И таким образом, смотрите, вся голова как будто она пришита. Не видно. То есть вот у нее, не сказать, что она прямо сильно болтается, но она крепко очень держится. Она возвращается на место, не сказать, что сильно вращается. Возможно, голову нужно крепить все-таки на шплинты. Так, я пройду еще один раз для надежности и буду прикреплять таким же способом ноги и руки, лапы. Благодаря хорошей толстой игле у меня все хорошо проходит там, где мне нужно. Захватываем от изгиба вот так вот три петельки примерно. Тоже будем проходить несколько раз. И вставляем, и вот рядышком через одну петельку я прохожу там, где будет у нас следующая рука. Так, давайте сначала протянем. Сейчас здесь я зацепляю тоже 3 стеночки. Вот так вот. Прохожу рядышком вот это отверстие. И выхожу здесь в наше первое отверстие. И таким способом я буду идти 3 раза, чтобы крепко закрепить наши лапы. Подтягиваем, удерживаем. Вот так. Лапы работают. Мы здесь вышли. Теперь нам нужно захватить снова эти 3 петли. Вот я здесь прохожу. Я вышла из этого же отверстия, захватываю 3 стеночки, которые были. Нужно 2. Так, нет, не здесь. Вот так вот. И тоже отверстие, из которого мы выходили, мы протягиваем лапу, протягиваем сюда же и выходим вот в это же отверстие. Можно вообще, наверное, в одно и то же отверстие, но мне кажется, что можно и так. В другой раз попробую в одно и то же отверстие. Ну, лапа шевелится и даже не в одно и то же отверстие, когда попадает. Так, здесь мы вышли. Снова ищем здесь отверстие, проходим сквозь него. С теми нитками очень плохо видно, но это надо постараться сделать очень ровненько. Зацепили нашу лапу, подтягиваем и ищем отверстие. Вот оно. Нырнули туда, и теперь нужно выйти из этого же места. Вот оно. Это у меня уже 2-й раз, и сейчас будет 3-й раз. Думаю, на 6 ниток таких будет вполне достаточно.
отрываются, не болтаются. Голова тоже у нас, не сказать, что да, совсем как бы поворачивается, но можно и вот так вот делать. Все, сейчас отсюда я выхожу к ногам и буду пришивать ноги точно так же. Сделаю это самостоятельно и покажу вам результат. Итак, мы с вами пришили нашему мишке лапу. Не забудьте, что у него должен быть маленький хвостик. И я хотела ему ведь сделать еще нижнюю губу. Связала обычные столбики в кольцо амигуруми. И сейчас сижу и думаю, нужна ли она ему вообще или нет. Как-то он с ней как будто такой браток стал какой-то. И я подумала, что ему, наверное, здесь губа не нужна. Или если нужна, то очень-очень маленькая. Прямо вот такая вот. Ну, не знаю. Зато я мишке начала вязать его комбинезончик. И здесь будет еще капюшон у него. Вот осталась тут одна нога. И потом покажу вам в отдельном обзоре, что в итоге получилось. Проверяем наши лапы. Лапы работают, шевелятся. Голова наша поворачивается. Правда, возвращается в исходное положение. А ручки, ножки двигаются. Вот, мишка может сидеть. Вот. Я тут дурачилась. Он может у меня на шпагате сидеть. В общем, всякое разное. Играла с ним. Вот такой вот у меня получился несложный мастер-класс. Не знаю, как это сказать, мастер-класс нет, потому что я, можно сказать, училась вместе с вами. Ну вот все хорошо у нас получилось. Вот такой вот хороший миленький мишка. Несмотря на то, что я вязала его не по той схеме, по какой хотела. Но вот что получилось, то получилось. Вот его пижамка. Все, всем пока и до новых встреч.